У британских почтовых ящиков есть маленький секрет. И скрывается он вот здесь. На первый взгляд, просто обычные буквы. Но именно по ним можно понять, во время правления какого монарха этот ящик появился на Британской улице. Чтобы понять, почему на улицах современной Британии можно встретить почтовые ящики разных эпох, придется вернуться туда, где все начиналось. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина, вы на канале «Англия в деталях». Сегодня мы попробуем прочитать историю Британии по почтовым ящикам. Сегодня кажется естественным. Написал письмо, вышел на улицу и бросил его в почтовый ящик. Но в середине 19 века эта идея была в новинку. В 1852 году сотрудника почтового ведомства Энтони Троллопа отправили на остров Джерси изучить работу местной почты. Там решили испытать новую для Британии идею – установить металлические запираемые ящики, в которые любой человек мог сам опустить письмо в любое время. 23 ноября того же года появились первые 4 таких ящика. Эксперимент оказался удачным. Уже в следующем году почтовые ящики появились и на материковой части Британии. Причем первые вовсе не в Лондоне, а в Карлайле. И довольно быстро выяснилось, что у новой системы есть еще одно преимущество, о котором сегодня мы вряд ли бы вообще задумались. В викторианской семье переписка молодой девушки могла находиться под пристальным вниманием родителей или опекунов. Теперь же не нужно было идти с письмом в почтовое отделение или передавать его кому-то еще. Можно было просто выйти на улицу и самой опустить его в ящик. В том числе и то самое письмо, которое маме и папе показывать совсем не хотелось. Так обычная железная коробка неожиданно подарила кому-то еще и немного личной свободы. Но если бы сегодня вы увидели один из тех первых ящиков, знаменитый британский постбокс, вы вряд ли бы в нем узнали. Единого дизайна сначала не существовало. Ящики заказывали у местных литейных мастерских. Поэтому в разных частях страны они выглядели совершенно по-разному. Они могли быть круглыми, шестигранными, восьмигранными, рифлеными, с разными крышками и разными отверстиями для писем. Несколько лет британские почтовые ящики выглядели буквально кто во что гораст, пока почтовое ведомство не решило – пора наводить порядок. В 1859 году появился первый национальный стандарт. А спустя несколько лет архитектор Джон Пенфолд создал, пожалуй, один из самых необычных британских почтовых ящиков. Шестигранный, украшенный листьями аканта и декоративным литьем. Но привычного нам красного цвета все еще не было. Первые британские почтовые ящики красили в зеленый, вернее, в разные оттенки зеленого цвета. Идея была вполне понятной. Ящик не портит пейзаж и хорошо вписывается в окружающую среду. Вписывался он настолько хорошо, что люди не могли его найти. Особенно в сельской местности, среди деревьев, кустов и живой изгороди. На почту стали поступать жалобы. И в 1874 году было принято решение перекрасить все почтовые ящики в яркий красный цвет. Причем никакой красивой легенды о цвете Британской империи здесь нет. Причина гораздо прозаичнее. Красный ящик просто легче заметить. Правда, перекрасить уже 1000 установленных ящиков за один день было невозможно. Процесс затянулся на несколько лет. Так что какое-то время на британских улицах одновременно стояли и зеленые, и красные почтовые ящики. Если вам интересна Англия не по открыткам, а через такие живые детали, подписывайтесь на канал. А теперь вернемся к нашему маленькому секрету, к тем самым буквам. Это королевский вензель. Первая буква указывает на имя монарха. Это Рекс или Режина, король или королева. А римская цифра показывает, какой именно это монарх с таким именем. Например, Виктория Режина, королева Виктория. Георг VI, Елизавета II. И вот здесь есть важная деталь. Когда на престол вступает новый монарх, старые почтовые ящики не переделывают.
Никто не приходит менять вензель Виктории на вензель Елизаветы II. Новый вензель появляется только на новых ящиках. Именно поэтому сегодня на улицах Британии можно встретить почтовые ящики самых разных эпох. Виктории, Эдуарда VII, Георга V, Эдуарда VIII, Георга VI, Елизаветы II и теперь уже Карла III. Один из самых редких исторических вензелей оказался совсем рядом со мной. Недалеко от моего дома стоит почтовый ящик с вензелем Эдуарда VIII. Я много раз проходила мимо него и понятия не имела, что в нем необычного. Эдуард VIII стал королем в январе 1936 года, а в декабре уже отрекся от престола. Его правление продолжалось меньше года. По этому времени устанавливать почтовые ящики с его вензелем было совсем немного. Сегодня в Великобритании более 110 тысяч действующих почтовых ящиков. А ящиков времен правления короля Эдуарда VIII сохранилось всего около 170. Но оказалось, что это не единственный исторический ящик, мимо которого я регулярно прохожу. И на нем уже другие буквы. Королева Виктория. А это значит, что этот почтовый ящик появился здесь во время ее правления, то есть не позднее 1901 года. Ему как минимум 125 лет. И он по-прежнему стоит на обычной улице. Его обслуживают, красят, и люди до сих пор опускают туда письма. А прямо сейчас на британских улицах появляется следующий слой этой истории. Вензель короля Карла III. Первый действующий почтовый ящик с вензелем короля Карла III появился только в июле 2024 года. Почти через 2 года после того, как Карл стал королем. И снова не в Лондоне. Он появился в Грейт Кэмберне, Кембриджшире. Постепенно почтовые ящики Карла III появляются и в других местах, но пока это большая редкость. И получается парадокс. Ящики Эдуарда VIII, правившего в 1936 году, сегодня встретить можно. А ящик нынешнего короля попробуй еще найди. Но один из самых необычных почтовых ящиков Карла III появился там, где британский постбокс ожидаешь увидеть, пожалуй, меньше всего. В Антарктиде. На британской исследовательской станции Ротера почтовое отделение существовало давно. Но вместо настоящего почтового ящика Royal Mail использовали самодельный. Сотрудница станции решила, что им нужен настоящий британский почтовый ящик. И написала об этом королю. Кому же еще? И в конце 2025 года на станцию доставили красный почтовый ящик с вензелем Карла III. Так что теперь среди антарктического снега стоит настоящий британский постбокс. И на нем самый новый вензель в этой почти 200-летней истории.